Всем привет, с вами Гусь Важный. Ранее уже выкладывал ролик по настройке плагина Orexon, и у многих возник вполне логичный вопрос. А где это ты вообще все это настраиваешь? Так вот, я настраиваю это на локальном сервере, прямо у себя на компьютере. И сегодня я покажу вам, как создать такой сервер с нуля. Что для создания своей сборки обязательно нужен хостинг. Но на самом деле это не так. Вы можете создать локальный сервер на своем ПК, спокойно настроить сборку, плагины и конфиги, и только потом арендовать хостинг и загрузить туда уже готовую сборку. Ну а сейчас давайте разберемся, как создать локальный сервер и начать с ним работать. Итак, давайте разберем, что нам понадобится. Для начала создаем обычную папку и назовем ее как угодно. Я, например, назову ее сервер. Заходим в нее. Ну, а теперь не менее важный момент, на котором многие совершают ошибку. Версия Java для разных версий Minecraft. Если вы запускаете сервер до версии 1.16 включительно, вам будет достаточно Java 8, которая чаще всего уже установлена на вашем компьютере. Если вы хотите запустить сервер на версии 1.17, то здесь уже потребуется Java 16. Для версии, начиная с 1.18 и до 1.20, необходима Java 17. Ну и самая актуальная версия на данный момент Minecraft 1.21, которая требует Java 21 и выше. Я буду запускать сервер на версии 1.21.8, поэтому буду использовать Java версии 21. Для установки Java я буду использовать официальный сайт. Ссылку на него вы найдете в комментариях. Пролистываем вниз и находим пункт Windows x64 Installer. Кликаем на кнопку «Скачать». Если, например, вы захотели открыть сервер на версии 1.20.1, можно поставить Java 17, и этого будет достаточно. Ссылку на Java 17 также оставлю в комментариях. Так, давайте установим Java. Открываем наш установщик. Так, нажимаем Next и ждем. Так, как мы видим, установка прошла успешно. Нажимаем Close. Не менее важный момент, который я не сказал. Во время установки Java рекомендуется закрыть все приложения, которые, возможно, будут использовать Java. После того, как Java установлена, можно переходить к следующему шагу – скачиванию серверного ядра и первому запуску сервера. Об этом мы уже поговорим сейчас. Первым делом скачаем ядро сервера, которое будет отвечать за все процессы на сервере. Я буду использовать достаточно популярное ядро Purpur. Спросите, а почему не Spigot или Paper? Ну, тут надо гуглить и искать, какое ядро подойдет вам. Я же решил остановиться на ядре Purpur, потому что оно включает в себя и Paper, и Spigot. Так, скачиваем версию 1.21.8. Важно уточнить, что ядро Purpur доступно только с версии 1.14.1. Поэтому не пытайтесь искать, например, там на 1.12.2, все равно не найдете. Немного отошел от темы, конечно, но думаю, важно было это уточнить. Теперь перекидываем наше ядро в папку с нашим будущим сервером. После того, как вы перенесли ядро в папку с будущим сервером, кликайте и переименовывайте его в server.jar. Это нам будет удобно для последующих обновлений и в целом для использования. Так, теперь нам необходим файл запуска сервера, который будет уже запускать сам сервер. Для этого я рекомендую воспользоваться сайтом flakes.sh, на котором вы можете создать максимально быстро и максимально просто файл запуска. Вот так он выглядит, давайте же создадим файл запуска. В первом поле мы оставляем как есть, потому что ранее мы изменили название ядра на server.jar. Но если ваше ядро называется иначе, то меняйте в этом поле название. Ползунок Memory отвечает за оперативную память, которую вы готовы выделить для сервера. Я выделю 8 гигабайт. Так, что такое Flakes? Это флаги запуска, которые должны оптимизировать сервер. Вы можете оставить Known, но я часто использую флаги от Acres. Галочка GUI. На самом деле немного бесполезная галочка, потому что в ней можно просто смотреть нагрузку, и при этом эта GUI сама хоть и немного, но нагружает компьютер. Нас же интересует только консоль. Авторестарт тоже отключаем, потому что на локальном сервере это не так важно. Снизу нажимаем на кнопочку Windows, ну или если у вас другая система, указываем ту, на которой вы создаете сервер, и нажимаем кнопку «Скачать». Файл запуска мы переносим в папку сервера. Дважды кликаем и смотрим. Как мы видим, появилась CMD-шка, видим, что он пишет Download Mojang 1.21.8, значит сервер запускается. Ну или, по крайней мере, он точно уже скачивается. Так, как мы могли сейчас заметить, написано Failed to load eula.txt. Сейчас я расскажу, что это. Это пользовательское соглашение с Mojang и Microsoft. То есть вам нужно в файлике eula.txt, eula равно из false написать true. И после этого, когда вы запустите сервер,
он у вас запустится. Но прежде чем мы запустим сервер, хочу не менее важным отметить настройку файлика Server Properties, а именно два параметра, которые нам сейчас помогут, а именно порт. Конечно, вы можете оставить порт таким, который тут указан, то есть это стандартный, либо же, как я, поменять его на какой-нибудь любой порт. В моем случае я поставлю порт 20 тысяч, потому что мне будет так удобно и для будущей разработки. То есть, если я буду делать связку серверов, мне будет удобно написать, допустим, один на таком порту сервер, другой на таком. Дальше ищем такой параметр, как онлайн мод. Вот, мы его нашли. Что же это за параметр? Онлайн мод — это проверка лицензии. Если, допустим, вы хотите поиграть на пиратке, отключите онлайн мод. Если же хотите, чтобы на сервер можно было попасть только с лицензией, оставляйте онлайн мод в положении true. Ну а теперь мы кликаем дважды по start.bat и ждем, когда наш сервер запустится. Первый запуск у нас будет достаточно долгим, нежели последующие, потому что сервер прогружает миры, файлы ядра и другие файлы конфига. Как мы видим, появилась папка плагинов, и мы можем уже закидывать плагины. Итак, мы видим, что наш сервер запустился, и давайте на него зайдем. Я уже открыл Minecraft версии 1.21.8. Жмем «Сетевая игра», «Добавить сервер», и в поле «Адрес» мы пишем 0.0.0.0, двоеточие, 20 тысяч. Немножечко вас обманул, потому что нужно менять не здесь порт, а вот здесь сервер порт. Давайте сейчас пропишем 20 тысяч, запускаем сервер, и сейчас подождем. Вот как раз таки второй раз он должен прогрузиться уже побыстрее. Так, то есть мы видим, что вот 16 секунд. Так, чуть-чуть выше поднимем, вот. Вот эта строчка означает, что сервер запустился на 20-тысячном порту. Обновляем и видим. То есть вот 20 тысяч, и он у нас в сети. Заходим на него, и мы находимся уже на нашем сервере. Мы можем посмотреть, что мы на нашем сервере. То есть вот. И также мы можем выдать себе опку. То есть многие спрашивали, как стать, так сказать, как вообще войти в креатив на локальных серверах и в целом на других серверах. Как мы видим, сейчас мы пропишем, допустим, GameMod 1. И у нас недоступно. И даже если мы сочетание клавиш F3 плюс F4, у нас написано «недостаточно полномочий». Переходим в консоль и пишем «оп» и ваш никнейм. Все. Мы видим в игре назначен оператором сервера, и мы можем зайти в креатив, и в целом мы можем писать все команды, которые есть на сервере. Интересный факт. Для тех, кто не знает, локальный сервер может работать и без интернета. Даже если у вас, например, отключили интернет, вы все равно можете создавать сборку. Единственный минус, что у вас не будет скинов, потому что для прогрузки скинов серверу необходимо подключиться к серверам Mojang. Но это не мешает настраивать сборку. Надеюсь, что рассказал все и ни у кого не возникло вопросов. А если все-таки возникли, задавайте их в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Посмотрел, поставил лайк, подписался. Ну а с вами был Гусь Важный. Всем удачи, всем пока.